Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 31 января, вторник, как всегда, последние известия. Сегодня я вам расскажу о сенсации от министра обороны Резникова, расскажу о некоторой информации по поводу вопросов проверки коррумпированной бюрократии в элите со стороны американцев. Но начну я, пожалуй, вот с чего. Вчера, мои украинские зрители наверняка это знают, Влада выставила против меня, если можно так сказать, тяжелую, в кавычках, артиллерию. Но она реально так тяжелая. В лице отставного генерала СБУ Ягуна, который разразился измышлениями, именно измышлениями, потому что у него все было кажется, он так думает и так далее, про песню, что швец работает на КГБ, дискредитирует там, ну вот эта старая песня, которая полилась из администрации Ермака с тех пор, как вспыхнул скандал по поводу контракта продовольствия Украины. Поэтому я посчитал необходимым просто ответить, иначе мои зрители не поймут, если я промолчу в ответ на эти инсинуации. Итак, я вам расскажу, кто такой Ягун, и мы посмотрим на вот эти его измышления с точки зрения его послужного списка. Итак, Ягун, бывший в свое время заместитель председателя СБУ, теперь он в отставке, генерал-майор. Мнение, я разговаривал о нем со многими бывшими сотрудниками СБУ, которые знали его лично, видели, присутствовали. Значит, общее мнение, вот наиболее характерное. Ягун – убогий и туповатый индивидуум. Ну, а теперь, так сказать, по списку. Базовое образование у него единственное – это Институт лесного хозяйства. По опыту работы он руководил после уже развала Советского Союза подразделением в Западной Украине, которое называется там Управление лесного и охотничьего хозяйства. Короче говоря, по опыту работы он лесной охотник. Но не это главное. Главное, что где-то в возрасте 18 лет на уже излете Советского Союза в 1988 году он инициативно предложил свои услуги Комитету госбезопасности Украины, а он тогда обитал там во Львове, занимался деятельностью во Львове и в окрестностях, в общем, в этом регионе. И он стал агентом, ему было поручено задание проникнуть и вести сбор информации о так называемых националистических организациях в Украине. Это были последние годы Советского Союза, страну трясло, и поэтому Комитет госбезопасности везде активизировал свою работу по так называемым подрывным элементам внутри страны, а в Украине самым подрывным элементом после окончания Второй мировой войны считался так называемый украинский национализм. Ну, а в Украине в то время наблюдалась еще какая-то особо опасная с точки зрения КГБ тенденция – это сращивание вот этого мифического национализма. На самом деле это не национализм был, это было возрождение чувства государственности и суверенитета среди украинцев, которые уже хотели отделиться от Москвы. Так вот, значит, просматривалось с точки зрения КГБ сращивание так называемого национализма с подрывными иностранными центрами. И в этой связи в Москве, а также в Украине был такой Хельсинский комитет. Это была страшная организация, потому что она была связана там еще многие в Москве к Сахарову и прочим ужасным диссидентам. И в Украине, значит, начали образовывать вот эту украинскую хельсинскую спилку. И ему было поручено туда проникнуть в качестве агента-информатора. Значит, я хочу вам напомнить, что такое агент на всякий случай. Это не кадровый офицер, это не сотрудник КГБ.
или СБУ сейчас, или любой другой разведки, или контрразведки. Это человек, который вербуется спецслужбой для выполнения заданий по, значит, какому-то определенному направлению. Агенты бывают разные. Бывают информаторы, бывают провокаторы, бывают агенты влияния, агенты, держатели конспиративных квартир, ну и так далее. Там их несколько, длинный список наименований. Значит, он был завербован в качестве агента-информатора, то есть ему надо было проникнуть, агент проникновения в этот украинский Хельсинский центр, затем собирать информацию текущую о том, кто там работает и чем они занимаются, ну и потом агент-провокатор. То есть речь шла о том, чтобы потом всю накопленную информацию реализовать и их всех пересадить. В принципе, то, чем он занимался, совпадает, в принципе, с тем, чем занимался в то же время агент КГБ по фамилии Медведчук, который был завербован КГБ еще в студенческие годы и работал под псевдонимом Соколовский. Медведчук способствовал посадке за решетку украинских так называемых националистов, а этот Ягун, он внутри в качестве агента собирал информацию, готовил дела для реализации через суд. Ну и вот в таком качестве он проработал фактически до распада Советского Союза. Причем надо иметь в виду следующее. Так называемый национализм, националистические организации, это было в Украине, это была одна из самых страшных головных болей КГБ. Все дела агентуры, которая работала по этому направлению, они считались важными, ценными. И поэтому они все фактически, то есть одна справка, одно донесение агента, которое тогда писали от руки, ложилось в его местное дело, а дело его агентурно ввели в УКГБ, управление КГБ по Львовской области. А другой экземпляр автоматически шел в Москву. То есть все агентурное дело Ягуна после развала Советского Союза там осталось в Москве. И я вам должен сказать, что вот агент КГБ – это навечно. Вот многие люди говорят расхожую фразу, мало понимая ее содержание: бывших КГБшников не бывает. Значит, в каком-то смысле есть в этом сермяжная правда. Почему? Потому что сотрудник КГБ, когда он уходил в отставку, на пенсию, его переводили в резерв КГБ. То есть это такая вот часть кадрового аппарата спецслужбы, откуда в любое время, в случае войны там, или других неожиданностей, можно было всегда призвать человека обратно на активную службу. Поэтому и считалось, что... Но когда человек рвал с этой организации и уезжал из страны, все, там уже контакт терялся. Ну, например, я расскажу о себе, потому что я увольнялся по собственному желанию, написав рапорт, что делаю это в знак протеста и несогласия с политическим курсом руководства КГБ, а тогда это был Крючков, который готовил переворот фактически антиконституционный. Значит, меня перевели в запас или в резерв не КГБ, я уже стал неблагонадежным после такого рапорта, а в резерв Советской армии. Ну, а потом я уехал, все это закончилось вообще. Советским Союзом было потеряно полностью в связи с развалом страны контакт, а российским гражданином я никогда не был. Другое дело вот тех агентов, не сотрудников, а агентов, которые работали еще на КГБ. То есть, как я сказал, их агентурные дела лежали в Москве, развалился Советский Союз, Украина стала независимым государством, а через некоторое время к ним пришли. К тем, который представлял интерес. А представляли интерес многие. И поэтому огромное количество бывших агентов КГБ, которые работали до развала Советского Союза, потом превратились в агентов ФСБ и СБУ.
Вот это агентурное дело в Москве – это самый страшный компромат, потому что там все писалось от руки. Все закладные, то есть докладные, информация, кляузы, которые писал агент своей рукой, все это лежит там. Ну и одна из первых, вернее, это вторая, по-моему, страница в этом агентурном деле – это расписка. Я такой-то, такой-то, этим обязуюсь сотрудничать с органами, ну так и так далее. То есть вот с таким делом приходят и говорят, ну что будем делать дальше? И все. И надо работать дальше. Так вот, значит, развалился Советский Союз, и многие КГБшники перестроились. Вчера они были КГБ, а тут они стали теперь чуть ли не националистами, но главным делом бизнесменами. И вот те люди, которые вели агентурное дело Ягуна, перестроились в бизнесмены для начала. Вот первые годы буквально после развала Советского Союза. Почему? Вот там была такая категория. Кто стал первым предпринимателем? Одним из первых стали КГБ люди, а также их агентура. Почему? Потому что КГБ знало, где что лежит, и оно имело компромат на тех людей, которые этими материальными благами руководят и разбираются. И к ним потом пришли и сказали, ну что, давай работать. Поскольку Ягун был специалистом по лесному хозяйству, его как раз к этому делу и привлекли. Его включили в группу людей, которая занималась хищнической вырубкой леса в Карпатах и ее вывоза контрабандой в Европу. Контрабандой, потому что ценные породы леса вывозились чаще всего как дрова, якобы, а может иногда и на дрова. То есть это было хищническое истребление карпатских лесов, которое продлилось некоторое время. Затем, значит, в качестве награды за проделанную работу его назначили с июня 1992 года, он там просидел по 1994, на руководящие должности по специальности лесной охотник или охотничий лесник в лесном охотничьем хозяйстве на территории Львовской области, где он помогал его бывшим перекрасившимся кураторам из Львовского УКГБ, которые перекрасились в новое СБУ, введение бизнеса путем дикой вырубки леса. Затем он пишет в Википедии уже о себе, что в 1992 году за рекомендацией общественно-политических сил Львовщины он подал документы для зачисления на воинскую службу в Службу безопасности Украины. Но это смешно, конечно, звучит. Вы представляете, вот приходит человек, здравствуйте, я ваша тетя спецслужбы, возьмите меня на работу. Так это не работало. Так просто не подавали в СБУ документы, а кто подавал, их не брали. Во всяком случае, в то время, когда еще существовала практика КГБ. Здесь сработал этот крючок, о котором я рассказывал, агентурное дело. То есть к нему пришли, судя по всему, его же бывшие кураторы, которые теперь перекрасились, и сказали, надо проникать. И начинается операция по инфильтрации агента КГБ, а теперь агента, там сначала ФСК была, потом ФСБ, спецслужбы уже новой независимой Украины. Но инфильтрация была очень медленной в связи с очень низкими профессиональными качествами человека. Его взяли наконец-то, но сначала его карьеры где-то с 93-го или 94-го аж по 2002 год, короче говоря, лет в 8. Он был просто опером в сельском районном отделе Львовской области. В селе, короче говоря. Ну и тут вопрос, конечно, вот что делать КГБ или Служба безопасности Украины в селе?
Для чего они там нужны? О какой безопасности они там наблюдают и борются? От каких шпионов они там спасаются? То есть это полная фикция, конечно. Вот в Америке такого нету. В маленьких таких городах сотрудника ФСБ, ну то есть не ФСБ, ФБР найти практически невозможно. Но вот он там проколтовался лет 8, а затем в 2002 году его перевели в Киев. При Януковиче его назначили отдел военной контрразведки СБУ по внутренним войскам. Ну, такое дело, то есть не требующее особого оперативного мастерства и аналитических способностей. То есть следил, чтобы во внутренних войсках не было шпионов ЦРУ, там, БНД, Ми-6 и так далее. Ну, фикция полная. Это как было у нас особый отдел или третье управление КГБ СССР, которое руководило особыми отделами в воинских подразделениях советской армии. Фикция. Но, тем не менее, даже там его сняли за коррупцию. Его понизили в должность и перевели в кадры, в управление кадров. Что такое управление кадров? В КГБ, а потом в СБУ. Это братская могила. Это все. То есть это конец карьеры. Туда сгоняли обычно людей, которые не способны были ни на что больше. Я вспоминаю, у нас такой один был, который послал его за границу, он через некоторое время, через год вернулся в отпуск, сказал: заберите меня куда угодно, я работать не могу. Ну, честно, человек признался, все, его заперли в кадры, и там он до конца и просидел. То есть братская могила. Но проходит время, и потом, уже после того, как Януковича ушли, его назначают зампредом СБУ по квоте партии «Свобода», который тогда руководил Тягнебок. То есть он, как я говорил, он начал свою деятельность агента, информатора и провокатора с проникновения в так называемые националистические организации Украины. Ну и завел там знакомства, да, контакты, зарекомендовал себя. И его, очевидно, в партии «Свобода» считали своим достойным человеком. И вот благодаря квоте этой партии агент уже ФСБ продвигается на должность зампреда СБУ. Это большой успех российских спецслужб и серьезный удар по СБУ. Тем более, что перед этим при Януковиче по СБУ был нанесен колоссальный удар. Оно фактически полностью находилось под контролем. СБУ полностью находилось под контролем ФСБ. ФСБ контролировала всю сеть компьютерную СБУ со всей агентурой, с кадровым аппаратом, причем не только СБУ, там и ГУР был, и его кадровый аппарат, и агентура. После этого, значит, когда это стало известно, речь шла о том, что чуть ли не сначала все это начинать. Надо было менять всю компьютерную систему. И вот что он пишет сам в Википедии о себе, что он активно включился в работу по обновлению деятельности, фактически разгромленной предыдущими руководителями спецслужбы Украины. То есть бывший агент КГБ, которыми бывших не бывает, теперь он уже агент ФСБ, занялся восстановлением, так сказать, активно начал работу по обновлению деятельности фактически разрушенной СБУ. Но слава богу, что вот так к нему относились, как к убогому и туповатому индивидууму. Поэтому к серьезным операциям он практически не привлекался, серьезных дел он не курировал. То есть выдать какой-нибудь самой сокровенной тайны СБУ он просто не мог, потому что он их не знал, но уши у него были, что-то он слышал, и я абсолютно уверен, что он по-прежнему отстукивал в Москву.
потому что, ну, сами понимаете, то есть на него был убийственный, по-прежнему есть убийственный компромат. Это тот крючок, с которого не сорвешься. Ну и еще, значит, когда после того, как его из Львовской области перевели в Киев, вскоре в военной прокуратуре в Львовской области против него было возбуждено уголовное дело по поводу незаконного присвоения им 2 квартир. Оказывается, работая в управлении СБУ по Львовской области, он каким-то образом загробастал аж 2 квартиры, ведомственные СБУ, но которые он должен был, почему 2, а не 1, это вопрос. Но когда он уезжал в Киев, он должен был их отдать, а он так и не отдал. Вот в связи с этим было возбуждено уголовное дело по незаконному присвоению этих квартир. Ну и в целом, за время работы замом в СБУ пользовался пренебрежительным отношением со стороны коллег. В оперативной работе участия практически его не подпускали. Ну и краткая характеристика – убогий и туповатый индивидуум. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем агента, человека, который начал с агента, информатора и провокатора КГБ. Он и остался им, только теперь уже российских спецслужб, потому как я вам объяснил, бывших агентов спецслужб российских не бывает. Агентурное дело – это серьезнейший крючок. Ну и кроме того, это еще контрабандист, ну, достаточно мелкий по тем масштабам. Тогда так не воровали, как позже. Коррупционер, по нынешним временам тоже нехти какой крупный, ну вот так. Вот что мы с вами по этому поводу имеем. То есть мой личный вывод – оборотень в погонах. Ну а теперь я вам хочу рассказать о сенсации. Министр Резников дал интервью британской службе CBC, которая вышла в эфир 29 января в авторской программе Розмари Бартон. И я считаю, что там заложена сенсация, которая, ну, я вам скажу, значительно меняет историю, вернее, отношение или позицию власти в отношении коррупционного дела в Министерстве обороны, в частности, по вопросу о вот этом злополучном контракте на золотые яйца. Я пройдусь буквально по вопросам-ответам, их прокомментирую, чтобы понять, что произошло. Итак, Розмари Бартон задает вопрос. Ну, прежде всего, ваш заместитель министра подал в отставку из-за коррупции, связанной с переплатой за продовольствие для армии. Есть дюжина других чиновников, которые подали в отставку. Многие из них наживались, по сути, на войне, которая идет. Как вы думаете, почему это произошло в вашем собственном ведомстве? То есть вы видите, уже все вышло, это все вытекло из-за границ, это гремит. Это не только там политический крой, это в средствах массовой информации, везде. И в тех странах, прежде всего, которые предоставляют помощь Украине, в том числе Канаде. Что вы ответите тем, кто говорит, что вы должны были знать, что это происходит? И вот ответ. Очень интересный ответ. Слушайте внимательно. Он не говорит о том, что он не знал. Он не говорит о том, что этого скандала нет. Он не говорит про ИПСО, про КГБ. Он ничего не отрицает. Он говорит, вы знаете, когда я стал министром обороны всего где-то за 2 месяца до начала вторжения полномасштабного. И я обещал провести реформы и начал их проводить. Но когда началось вторжение против нас, мне пришлось тратить много времени на переговоры о вооружении и так далее. То есть ответ, из которого следует, я читаю, что у него просто не было времени следить за контрактами, особенно многомиллиардными,
на продовольствие. Он не знал, потому что был занят другими. Он реформы осуществлял. Сначала реформы страшные, ведомые только ему, а затем сплошные переговоры. Только, значит, уже по другим делам. Ну вот, то есть, это же, по идее, совсем другой разговор. Уже не кричит о том, что кто-то его дискредитирует, его и его непосредственную крышу, что этого не было, что это про ИПСО и провокации российских спецслужб. И дальше. Но я должен продолжать реформы, которые могут быть принципом нулевой терпимости, где с коррупцией нулевая терпимость. И мне нужно тот же сменить команду. Ну, вы, наверное, дорогие зрители из Украины, слышите 30 лет уже про нулевую терпимость со стороны представителей влады, про нулевую терпимость, их нулевую терпимость к коррупции. То есть это песня, которая поется давно и стабильно. А насчет смены команды это интересно. Весь вопрос только, а кто же ему даст ее сменить? Потому что, ну, как обстоит дело на самом деле, он там далеко не первый человек в Министерстве обороны, потому что есть люди, которые назначались непосредственно Ермаком или еще ближе людьми, ближе к Ермаку. Но вот сегодня в «Зеркало недели» была опубликована статья, а потом в некоторых YouTube-ресурсах Украины расследование по поводу одного из человека, который был фактически сепаратистом в Крыму, помогал Черноморскому флоту против, значит, Украины, а теперь он один из главных, кто принимает решение о том, какие вооружения, где, в каком количестве, по каким ценам будут закупаться. Но есть там еще один человек, который не был назван в этом расследовании, фамилия которого Шарапов. Вот это человек, который, насколько я понимаю, он действительно царь в закупках оружия на деньги, которые даются американскими прежде всего, ну и европейскими союзниками Украины. И эта сфера полностью покрыта тайной, и которой министр Резников, его и близко даже не подпускают. И это как раз вот то, где может быть коррупция. Почему она может быть? Потому что дело вот на настоящий момент обстоит следующим образом. Деньги на все эти закупки дает Америка, поскольку, ну, такая ситуация. Война, с экономикой тяжело, и государственный бюджет в львиной своей части состоит из пожертвований или помощи западных союзников. Из Америки эта помощь идет практически открыто. То есть она проходит весь бюрократический путь, начиная с Конгресса и дальше. Известна ее сумма. То есть, ну, чуть ли не открыто ее Америка передает Украине. И тут происходит бюрократический трюк. В Киеве это все засекречивают, и дальше вот это ведомство господина Шарапова, работающего под руководством, контролем единственного кого это Ермака, все эти закупки, они совершенно секретны, это государственная тайна, которую до сих пор не могут проверить американцы. То есть вот приходят сейчас, вот приехали американские инспектора и говорят, да покажите, там, вот мы вам каждый месяц даем 5 миллиардов. Куда вы дели? А руками разводят, говорят, а вот не можем. Мы хотели бы, конечно, но не можем, потому что государственная тайна. Но это вот длится так примерно с начала войны. Вернее, сначала так просто давали, даже не контролировали, но вот несколько месяцев начали задавать эти вопросы, а ответ вот такой, как я бы сказал. Ну и лавочка, наверное, это закрывается, потому что дальше так продолжаться не может в связи с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах, о которой я рассказывал, в связи с представителями МАГА, которые поставили вот это расследование, которое сейчас идет, под контроль, вернее, оно только началось, под контроль, и
что бы там кто ни говорил, но если с этим не согласится Марджори Тейлор Грин, которая поставила под контроль от имени МАГА вот это расследование, а также Матт Гетц, это второй полусумасшедший из МАГА, который, к несчастью, вошел в комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей. Это один из ключевых комитетов по вопросу о помощи Украине, который так же, как Марджори, кричит «не цента Украине». Так вот, пока они не согласятся с этим, они ни в жизнь с этим не согласятся. И они проверяют, собственно говоря, эти двое субъектов и другие люди из МАГА, они проверяют даже не Украину, они проверяют вот эту администрацию, которая давала деньги, но не могла проконтролировать, потому что вот такое-то творилось. И дальше это продолжаться не может, потому что они будут рвать администрацию на части вот в связи с такой практикой. Ну, а для Украины это может кончиться, действительно катастрофой, как говорят друзья Украины в Вашингтоне, потому что, это просто скажут, раз так, если вы не можете проконтролировать, все, точка, больше Украина не получит ни цента, и все. Вот. Дальше. Что говорит дальше министр Резников? Для меня очень важно иметь страну после этой войны, после нашей победы, в которой не будет существовать старомодной советской системы. Это должна быть новая Украина с европейским стандартом, без коррупции, без какого-либо наследия советской эпохи. Какой стиль, какие слова, да? Как втирают, как вешают лапшу. Что можно сказать? Значит, вот я сделал для себя вывод. То есть опомнились, поняли. Кстати, я сразу сказал, когда начался этот скандал, ребята, не валяйте дурака, признайте, скажите там, найдите что-то, потому что на кону даже не ваши задницы, извините за выражение, на кону вообще судьба Украины. Признайте, частично или как-то там, и локализуйте этот вопрос. решили. Решили в несознанку не идти, на внешнем фронте. И получилось две модели. Одна – это выездная модель, вот было в Советском Союзе, при Лобановском, который тогда был тренером киевского «Динамо», была выездная модель игры. Когда выезжали, это была одна игра, а когда у себя, это была другая. Такое этих появилось. Выездная модель игры, где ничего не отрицают, да, была, что делать там, я другими делами более важными занимался. А в Украине по-прежнему продолжает гнать вот ту песню, которую делали. О чем это говорит? Это говорит, что они дико боятся украинского народа. Они не понимают, что вот эта песня о том, что он проводил реформы страшные и был очень занят до такой степени, что многомиллиардный контракт, он не знал о нем. Так получилось. Очень занят он был на переговорах о танках там и так далее. В Украине это все не прокатит, поэтому две модели, два стандарта. Один для продажи туда. Кстати, я не уверен, что он сработает. Опять-таки, все зависит от Тейлор Грин, как это неплохо. А другая – это для украинского народа, которого они боятся со страшной силой. И вот наша задача сделать так, чтобы этих двух моделей игры не было, чтобы не было двух стандартов, чтобы стандарт был один. Следующий вопрос, который задает журналистка. Насколько важным вы считаете то, что вы делаете, и что делают другие для борьбы с коррупцией? Насколько это важно для того, чтобы стать активным членом Евросоюза, а также потенциально членом НАТО? Это же было одно из условий для их вступления, для вашего вступления в НАТО и ЕС. То, что я вам говорил, вот сейчас говорят это на международном уровне. Это коррупция. Коррупция, второе, это агентура, ладно, это не для этого. То есть без решения вопроса о коррупции никакого ЕС, никакого НАТО. Ответ. Конечно, именно поэтому нам нужно продолжать эту реформу. Какую реформу? Мы должны продолжать писать новое законодательство. Опять, а что, не хватает Украине законодательства, чтобы посадить за коррупцию, за кражу, за коннократство? Но надо писать новое законодательство. Бесконечно. 30 лет пишут, еще 30. У нас есть новые органы, такие как
антикоррупционная прокуратура и так далее, и так далее. Потом он еще вспомнил САП, как будто администрация Ермака не прилагала чудовищные усилия для того, чтобы затянуть назначение соответствующих людей, затянуть начало работы этих организаций. То есть в выездной модели он рассказывает, что это он, в том числе администрация, из кожи лезет вон, чтобы создать эти органы. И еще мы будем использовать европейский стандарт, возможно, 2 января. Внимание, простите, 2 февраля. У нас будет большая, широкая коммуникационная платформа с комиссарами ЕС. И мы обсудим все потребности, которые мы должны сделать. И в антикоррупционной деятельности также. Как будто им уж ни разу об этом еще не говорили, и они ничего не знают, и только все это он знает со 2 февраля. То есть тактика такая и стратегия. Васька слушает и ест. И будет продолжать бла-бла-бла для Запада, как они, на что они рассчитывают. А дома будут продолжать воровать, поскольку это как наркомания, это не остановишь. Интересно, спросил бы министр Резникова у Бена Уоллеса, что бы с ним было бы, если бы под его руководством Минобороны Великобритании проворовалось на несколько миллиардов на закупки продовольствия для вооруженных сил страны. И не только с министром обороны, да все правительство бы распустили, разогнали бы. То же самое с Соединенными Штатами Америки. Не дай бог, такое бы случилось в Пентагоне. Итак, выводы. Смена произошла нарратива. Не отрицает уже на внешнем поле, не отрицается, что был мошеннический контракт, не отрицается, что зам был уволен не потому, что, как это было сформулировано, чтобы там показать европейские стандарты невинного человека, который подал в отставку. Он не отрицает, что зама уволили именно за это, потому что журналистка его спросила за коррупцию, он не отрицал, что его уволили зама именно поэтому. Единственное, что он не знал, потому что он очень был занят. Теперь, по большому счету, это другой разговор. Но тут же возникают вопросы, почему внутри страны по-прежнему вопли о том, что они не виноваты, по-прежнему контракт не показывают, и почему до сих пор там вопли о проделках КГБ, о темных силах, которые дискредитируют представителей чиновного мира и так далее. Поэтому, есть надежда. Они надеются, что Запад это простит. Опять, помните эту фразу из российского комедийного сериала? «Принять и простить». Очередной раз они надеются, что Запад сможет это принять и простить. Думаю, что вряд ли это получится. Вряд ли. Потому что я уверен, что в ходе этого расследования, которое, повторяю, только началось, этот приезд только линия, еще информация не поступила, или только начала поступать по этой горячей линии. Поэтому там столько всего выплеснется туда, что или же их поставят под полный контроль по стойке смирно, или я боюсь, что Мага разорвет эту администрацию, и тогда будет катастрофа в 2024 году, потому что Трамп идет в президенты. Таким образом, я вам, кстати, суммирую все, что я говорил, и по большому счету, что потом мне вменяли в виду как сотруднику якобы КГБ. Подставные лица, тролли, личинки администрации Ермака. Все это является несостоятельным в свете интервью Резника британской компании CBC. То есть все признано, молчаливо, с увертками, но признано, что был контракт
был коррупционный контракт, было мошенничество, было наживание на войне, на поставках продовольствия вооруженным силам Украины. Все это было. Ну вот такая вот ситуация. Я это и зафиксирую. Что с этим делать? Ну, подумаем дальше, посмотрим на их поведение. Теперь, значит, сегодня последовало заявление, вернее, не заявление, агентство Reuters сообщило, сделало сообщение, которое, уверен, сейчас будут представители администрации бегать там, махать в воздухе этим листком и кричать: «О, все хорошо, все пронесло». Поэтому давайте внимательно прочитаем эту статью. Итак, сегодня Вашингтон, Reuters. Министерство финансов США во вторник заявило, что у него нет признаков нецелевого использования американских средств в Украине, но оно будет продолжать работу. Точка. Значит, это был первый комментарий министерства по данному вопросу после того, как правительство Украины уволило целый ряд высокопоставленных чиновников и началось, значит, расследование ревизоров. Что я хочу вам сказать по этому поводу? Значит, читаем. Пока нету. На настоящий момент. Правильно, нету. Потому что расследование только что началось. Горячие линии только начали работать. Информация только начала поступать. И пройдет еще какое-то значительное время. А я думаю, что это будет продолжаться не один месяц, в течение которого будет вестись работа. То есть у министерства нету. Конечно, нету. Потому что ему еще не доложили эти следователи. И министерство никаким образом не могло ответить иначе. Почему? Ну, вы себе представьте, теперь оно вдруг скажет ни с того ни с сего, что у него есть свидетельство. Во-первых, откуда оно могло появиться это свидетельство о нецелевом использовании, когда еще только началось расследование. Если бы она еще сказала, что у меня есть, мы бы спросили: а куда же вы смотрели? Это вообще скандал. То есть мы должны понимать, что администрация Байдена, включая министерства все эти, в том числе Министерство финансов, они под контролем вот этих сумасшедших из МАГА. Потому что для них, для администрации США, Украина проявилась, вернее, не Украина, а чиновник, коррумпированный чиновник в Украине на самом высоком уровне превратился в серьезнейшую проблему, из-за которого в 2024 году может случиться катастрофа. А катастрофа – это избрание Трампа следующим президентом Соединенных Штатов. Вот что, понимаете, на повестке дня сейчас. Поэтому расследование продолжается. Будем посмотреть на результаты. Еще раз, я вам напомню, что я вам сказал в самом начале, когда только началось расследование, что цель администрации, а представители, вот эти ревизоры, которые приехали, это они сейчас выполняют волю инструкции администрации. Их цель – найти, есть ли злоупотребление или преступление, и принять это как руководство к действию. Избавиться, искоренить. И они знают, да, для того, чтобы дальше продолжать оказывать помощь Украине, сказать: все нормально, господа, ну, там, может быть, были какие-то недостатки, сейчас мы с ними поборемся, но надо продолжать оказывать помощь. А цель МАГА, который держит это расследование под контролем, наоборот, использовать это как предлог для нападок на администрацию Байдена с целью прекращение помощи Украине уже летом этого года, когда закончится 45 миллиардов, выделенные в декабре прошлого года, и плюс использовать этот скандал для того, чтобы для нанесения удара по демократам в выборах 2024 года. Ну и еще, значит, до этого, это было 24 февраля, то есть января, когда только начинал разгоряться этот скандал, в ужасе, бегом сюда приехал, то есть в Киев приехало 2 сенатора. Один сенатор-республиканец Линдси Грэхэм, потом сенатор-демократ Блументал, которые в Киеве провели переговоры по этому коррупционному скандалу. После этого, значит, последовало заявление. Линдси Грэхэм: это определяющий момент для Украины. И для всех нас, Германии, Соединенных Штатов, всех наших союзников.
Мы ожидаем, что президент Зеленский выполнит данное им обещание, что Украина изменится в сфере коррупции, сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Это сложный очень, это лис. Вот он говорит такое, он говорит в последнее время, что он хочет продолжения, он за продолжение оказания помощи Украине, и в то же время он ярый трампист. И это несовместимые вещи, потому что Трамп сейчас говорит, никакой помощи Украине, надо заканчивать войну в 24 часа. Сенатор-демократ Блюментал сказал, что увольнения, которые были произведены, ну, как мы понимаем, уволили Ляпкиных-Тяпкиных. Но, тем не менее, это демонстрирует со стороны президента Зеленского нетерпимость к мошенничеству или расточительству. Ну и сказал, что у него нет никаких признаков того, пока, что в этой коррупции было замешано американское оборудование. Ну, правильно, никто не говорит, что американское оборудование было замешано. Там воровали это средства на закупки, а не оборудование. Так что в сухом остатке, значит, радоваться рано, потому что расследование только началось. То, что Министерство финансов сказало, нет у него, нет на данный момент, когда расследование только началось. Другого заявления от Минфина нельзя было бы ожидать, иначе это было бы самоубийство. Надо подождать результатов расследования. Мы с вами это с нетерпением ждем. Вот на этом я хотел бы, дорогие друзья, закончить это видео. Как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, мужества, выдержки и уверенности, что мы победим. До новых скорых встреч!